Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить шоколадный королевский пирог с творогом. Этот пирог очень прост в приготовлении и станет для вас одним из любимых творожных десертов на каждый день. Первым делом приготовим шоколадную крошку. Нам понадобится 170 грамм муки. У меня это 100 грамм цельнозерновой рисовой муки и 70 грамм миндальной. Можно взять какой-то один вид муки или выбрать несколько своих любимых вариантов. Если вы выбираете зерновые виды муки, получится менее калорийный десерт, а с ореховыми вариантами – низкоуглеводный. Также нам понадобится 40 грамм какао. У меня это 50/50 какао плюс кэроп. Просто потому, что я люблю такое сочетание. Оно дает очень правильный баланс горчинки и сладости, и в целом интересный вкус. Сюда же добавляем буквально 1 грамм соли, опять же для баланса вкусов. И перемешиваем все сухие ингредиенты до однородности. Добавляем к ним 30 грамм жидкого масла. У меня растопленное кокосовое, но можно взять любое. Перемешиваем. И сюда же выливаем около 30 мл молока или воды. Количество жидкости может отличаться, важно получить правильную консистенцию. Я вижу, что масса еще слишком рассыпчатая, поэтому доливаю еще 15 мл молока. Перемешиваю. Вот теперь получилось ровно то, что нам нужно. Эту консистенцию можно назвать мокрый песок. Рыхлая крошка, которая легко формируется в комок, если ее сжать в руке, но также легко рассыпается. Отставляем в сторонку, а пока приготовим творожный слой. Нам понадобится 400 грамм творога и 100 грамм сметаны либо йогурта. Измельчаем их с помощью блендера. Можно пропустить этот этап, если вы хотите ощущать в пироге кусочки творога. Слишком увлекаться измельчением не стоит, просто добиваемся нужного вам уровня гладкости. Добавляем подсластитель по вкусу и 3 яйца. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородности. Подготовим форму для выпечки. У меня это будет кондитерское кольцо диаметром 16 см, обернутое фольгой. Удобно также использовать разъемное кольцо. На дно выкладываем круг пекарской бумаги и слегка смазываем форму маслом, чтобы потом было легко вынуть пирог. Особенное внимание я уделяю бокам формы, потому что творожный слой может прилипать. Выкладываем 2/3 шоколадной крошки на дно формы. Тщательно утрамбовываем. Выливаем творожный слой. Немного разминаем оставшуюся крошку, чтобы в ней не было крупных комочков. Если останутся крупные комочки, то они немного утонут в творожном слое, и верхний шоколадный слой получится не совсем ровным. А мелкая крошка распределится равномерно. Высыпаем всю крошку на поверхность пирога и отправляем его выпекаться при 180 градусах Цельсия около 45 минут. Когда пирог испекся, даем ему полностью остыть. Кстати, готовность здесь также можно проверить с помощью деревянной шпажки. Если она выходит сухая, значит творожный слой полностью запекся. После остывания переносим пирог вместе с формой на доску или подложку. Разворачиваем фольгу и аккуратно вынимаем ее из-под пирога. Сильно поднимать пирог я не рекомендую, все-таки он мягкий и нежный внутри. Проходимся ножом по бортику. Если у вас разъемная форма и вы хорошо промазали бока маслом, то можно снять форму и без использования ножа. Вот такой простой пирог, и он уже полностью готов. Он по-своему прекрасен и в едва теплом, и в холодном варианте. Я не охлаждаю, а сразу разрежу его. Очень простой и вполне ожидаемый разрез. Но как же это аппетитно! Нижний шоколадный слой пропитался от творожного, и получилась такая вкусная мягкая основа, как у чизкейка. Потрясающе нежный и мягкий творожный слой с насыщенным сладким творожным вкусом. А верхний слой остался хрустящей крошкой, что отлично гармонирует с остальными частями этого пирога. Вместе это очень вкусно. Чудесный десерт к чаю или кофе на каждый день. Отмечу, что пирог очень прост в приготовлении, и он прекрасно сбалансирован по вкусам и текстурам, и также прекрасен по соотношению калорий, белков, жиров и углеводов.
Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!